Первые государства возникли на планете 5000 лет тому назад в Месопотамии, Древней Индии и Египте. А спустя еще 1000 лет это произошло в Китае и Греции. Сегодня в мире насчитывается почти 200 государств. Однако человечество до сих пор даже не пришло к единому внятному мнению, что такое государство. Самые отвратительные преступления в истории совершались именем и во имя государств. Да и одной из главных функций государств с самого начала их существования являлось насилие. What's the best thing about your country? Just one word. Yeah. Государство ограничивает нашу свободу, забирает часть наших денег, создает нам правила, по которым жить, наказывает в случае их неисполнения и манипулирует необразованными массами с помощью псевдопатриотизма. You know, we just came here and observing the life around, and everything is so perfect here. No. Кто-то связывает государство с этносом, языком и культурой, другие с образом жизни и общими ценностями. Меня зовут Максим Душанимаев, и этот выпуск мы снимаем в Сингапуре, стране, где идея государства нашла одно из самых удачных воплощений человеческой истории. Здесь одно из самых безопасных мест на планете. Крайне высокий уровень жизни и стремящийся к нулю показатель коррупции. Это одно из немногих государств, не зацикленных на доминировании какого-то одного языка, нации или культуры. Зачем нужна Родина? Да и нужна ли вообще? Где она заканчивается и что начинается за ее пределами? Are you Singaporean? Really? Yeah. Are you proud to be Singaporean? No. Yeah. Are you proud to be Singaporean? Why? Why not? No. Why not? No, Please. I don't know. I just Such don't a- like Singapore. Okay, but do you think that Singapore is kind of a great country? I guess so. Человечество и радо бы избавиться от государства, но несмотря на все очевидное зло, которое оно несет вместе с собой, более удачного варианта обустроить свою жизнь людям пока найти не удалось. По части того, откуда, зачем и как появилось государство, существует множество теорий. Я расскажу про парочку из них. Патерналистская теория. Эту теорию двигало множество самых разных людей в древнем мире, от Конфуция до Аристотеля. Суть в том, что государство возникает как увеличенная модель семьи, во главе которой стоит отец. Отсюда и название теории. Отец же стал главным тогда, когда человек научился добывать больше добра, чем ему нужно для выживания, и появилась потребность защищать и отбирать это добро у других, что в свою очередь у мужчин получалось гораздо лучше, чем у женщин. Тогда-то первобытный матриархат и сменился патриархатом. Если развить эту теорию до логического конца, то как только у человека появится так много добра, что отбирать его друг у друга потеряет всякий смысл, то и женское начало опять начнет доминировать, вернется матриархат, и надобность в государстве отпадет сама собой. What's the best thing about Singapore? The best thing? The food. The food. Yeah. Safety? I was going to say the food as well. Yeah, the food. Best thing about Singapore, Yeah. I think it's the security. The best thing it is clean. The food. Food. Why? Is it much better than Chinese or Japanese one? I don't know. Because we have everything. We have Chinese, we have Japanese, we have Thai food. Yes. The best thing about Singapore? I don't know. The first thing. I really don't know. The first thing you think about? Passport. Is Singapore kind of the best country in the world? Is it possible to say so? I would think so. It's pretty clean, safe, Yeah. and convenient. I would Have say. you ever been abroad, by the way? Yeah. Where? Europe. The best thing about Singapore? Just one word. I think the bond between each other. Like we're a What do you mean? country of many nationalities, but Yeah. at the end of the day, we always know that we will have each other's back. Is it kind of brotherhood, you mean? Or? Yeah. You can leave our stuff here. Yeah. We can all go to the toilet. You come back, everything will be here. You know? I think Singapore is one of the best. Really? Yeah. What exactly makes it one of the best countries? I can go home at 4 a.m. and not be scared. It's Okay. very safe here and it's very clean. Yeah. Thank you so much. Теория общественного договора. Эту теорию двигали в 17 веке англичане Томас Гоббс и Джон Лок. Суть в том, что человек в своем естественном состоянии ведет войну всех против всех, делает, что хочет, а потому в мире царит полный беспредел.
Чтобы покончить с этим беспределом, люди договорились отказаться от части своих свобод, например, от свободы убивать, воровать и так далее, чтобы взамен получить безопасность. Покончить с государством при таком раскладе нельзя, ибо Homo sapiens сам по себе подлое и алчное животное, и выбирать приходится либо между беспределом, либо между государством. Ну или как вариант, Homo sapiens должен эволюционировать в новый биологический вид, свободный от жадности и алчности. Hello. Hello, girl. Welcome to the Red Dot Design Museum. My name is Igenie, the Red Dot Award winner in 2016. Марксистская теория. Как понятно из названия, к ней приложил руку Карл Маркс. Ну и не обошлось без Энгельса и Ленина, которые несколько дополнили ее. Суть в том, что государство образуется как инструмент, которым один, наиболее сильный класс угнетает все остальные. Соответственно, чтобы избавиться от государства, сначала по Марксу надо избавиться от частной собственности. Не будет собственности, значит и делить будет нечего. Тогда исчезнут и классы. Нет классов, которые угнетают друг друга, нет нужды и в государстве. Тогда станет возможным общество, в котором нет нужды в законах, властях и государстве как в таковом. Правда, я не очень верю, что наш вид способен на это. You know, we just came here and observing the life around, and everything is so perfect here. No. So, what is not perfect? I don't know, education. Education is not perfect. And yeah, Which part of education? it's paid. You have to pay for education. I think it's common in many countries. Yes, it's common, but I believe basic education. And the worst thing about Singapore? Weather. The weather. The weather sometimes Weather? can get a little hot. Okay. And Anything else? high prices. Competitive economy, education. Taxes and money. Worst thing, The worst thing about Singapore, yeah. how strict the government is, the censorship, that's all. What's the worst thing about Singapore? It's a really expensive city to live in. And sometimes people are quite close-minded about things. Yes. The way we're brought up very literally. So everything is very literal to a lot of people. Okay. Yeah, there's a campaign to, like now for the kids, there's a campaign for like brushing teeth. Oh, you have to brush it like this, like that. It's very like they'll feed you everything, so you're expected So to be. the way the education is we are being like given like rules that work, and we all just follow that and think that's the only way. Yeah, I know what you mean. Kind of. Сингапур обрел национальную независимость только в 1965 году, и то не по доброй воле. Малайзия выкинула его из своего состава, опасаясь национального дисбаланса в пользу китайцев, которые составляют большинство населения острова. Оказавшись в мировой политике без ресурсов, армии и влияния, Сингапур трезво смотрит на вещи и придерживается политического реализма, в международных отношениях признавая право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Здесь существует много культур. Помимо китайцев здесь живут малайцы и индийцы. Основной язык – английский, как и вся система образования. Здесь нельзя жевать жвачку, почти отсутствует андеграунд-культура, а любое место находится под наблюдением камер. Это цена, которую Сингапур вынужден платить за комфорт и безопасность своих граждан. Все помнят Ли Куан Ю, основателя современного Сингапура, который сказал: если хочешь победить коррупцию, посади 3 своих друзей. Они точно знают за что, и ты точно знаешь. У сингапурцев самый удобный в мире паспорт для путешествий. Для въезда в 159 из 200 стран им не нужна виза. And you know, everything is just so perfect here. Is that true? Yeah, we're very good at that. We're very good at projecting the perfectness. Like everything's very beautiful, but it's not real. Okay, You know what okay. I mean? In a way that everything's built beautifully. Yeah. Yeah. But there's no like natural. It's kind of like nature. living in a theme park, you know? It's Yeah, yeah, nice it's and like- it's In cool, where? like in a theme park, What's that? like an amusement park. Yeah. Like- Like everything is like so nicely done. Yeah, yeah, You feel yeah. It's like also nice, but
it's kind of like not organic. It's like man-made in a sense. I know. Don't you find that it's kind of boring to live in such a perfect environment? Yeah, that's why for us, like, it's like safety is the best thing. It's good, right? But too long, you need to explore something more alive. So that's why we like to travel. It's waterproof. Really? Yeah. 奔驰的木马让你忘了伤。 Здесь происходит то, чего так боятся на моей родине. Люди теряют свои старые корни и идентичность, но зато находят другие. Говорят, что нельзя наполнить чашу, которая уже полна. Пожалуй, так оно и есть. Ведь культура – это не исторический музей, а то, как мы живем сегодня. Человек устроен так, что когда он полностью свободен, он не может быть безопасен для других. Государство будет существовать до тех пор, пока в них есть нужда. Охранять человека от самого себя. Это зло, которое человек выбрал, чтобы избежать других зол. What's your native language, guys? I mean, mother tongue, yeah. Oh. It's all different, right? Yeah. So, I learn Malay and Chinese. and Chinese. Well, what kind of Chinese? Is Cantonese or Putonghua? Just Putonghua. Is Cantonese or Putonghua or Hakka and Hakka? yeah. I myself, I came from Malaysia. Do you feel that there are some limits or boundaries between different races here? There's no such thing as limits in Singapore because I feel like in Singapore we always have that common language that we speak in, like Singlish. Yeah. It's like it's common for us to talk as if like we are like brothers and sisters. Kind of language that we speak eliminates the barrier between us as culture and religion. Because they use English, so it feels like we are very close to one another. Okay, and the last question: are you proud to be Singaporean? Yes. What exactly makes you feel so proud? Because like I feel like we are Asian. Yes. But we are not really Asian. Like we are open enough to be whatever we want to be. Our first language is English. Yeah. But we also created our own little slangs. And also we have American influence here, European influence, Japanese influence, like everything influences. So everybody comes here, so we get inspired by. Когда я был подростком, мне очень нравилась песня Джона Леннона «Imagine». Особенно та часть, где Джон поет про то, что в будущем не будет никаких государств и границ, и человечество наконец-таки сможет стать единым. Иногда я думаю о своих бурятских корнях и о том, что это значит быть бурятом. Любить бузы, молиться Будде или носить дыгыл на лунный Новый год. На днях я шел по вечернему Сингапуру в 140 километрах от экватора, и мне в голову пришла мысль, что даже песня, которую буряты выбрали своим гимном, заканчивается словами про дальний, нелегкий путь. Мир становится все теснее, культуры проникают друг в друга, и однажды мы все изменимся до неузнаваемости. Я думал о том, что кочевники – это те, кем мы были когда-то в прошлом, и те, кем мы станем когда-то в будущем. А еще я подумал о том, что концепт кочевника очень созвучен с тем, о чем пел Джон. Ведь кочевник – это не тот, у кого нет дома, а тот, чей дом везде.